Нападение, ликвидация военных США, удар по силам Америки, Вашингтон бьет тревогу, экстренное заявление Минобороны, войска объявляют охоту. Запад бросится в объятия России после войны в ЕС, критикуют коллег, резкое заявление о параде лицемерия после заключения мира. Заявление президента о финале войны. Мир близок к миру. Украина делает предложение США. Будут ли выполнены условия Киева и примет ли их Москва? Германия отправляет солдат к границам России и Беларуси. Немцы готовят окопы, детали. Аресты, проверки и запреты соцсетей в Украине призывают очиститься перед началом выборов. Кто стоит за резонансным заявлением? Взрыв в соцсетях Казахстана. Обманутые фанаты Месси устраивают бунт в Индии, а ученые предупреждают пенсионеров о рисках завтракать, обедать или ужинать в одиночестве. Что не так? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Каждый под пристальным вниманием. Украинские юноши, достигшие 18 лет, автоматически будут поставлены на воинский учет. Для этого даже не надо будет идти в ТЦК или военкомат. Система сама тебя найдет, уверяют в Минобороны страны. Правительство заявляет о запуске экспериментального проекта автоматического учета. Без личных разговоров с военкомами в электронную базу внесут тех, кто не стал на учет в 17 лет, а также всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Их зачтут при получении или обмене паспортов за рубежом. В Минобороны заявили, что система будет работать через автоматический обмен данными между государственными реестрами и призвана сократить бюрократию и обеспечить актуальный учет военнообязанных. К тотальным арестам, чисткам и запрету соцсетей в Украине призывает лидер украинской политсилы «Братство» Корчинский. Без этого, уверен он, невозможно провести честные выборы в стране. В качестве примера Корчинский привел Румынию и Молдову. По его словам, в этих странах сначала отстранили от избирательного процесса промосковских участников. В Украине, заявил Корчинский в своем блоге, необходимы массовые чистки, чтобы избавиться от российской и американской агентуры. Также Корчинский призывает запретить соцсети в Украине, поскольку, как он считает, с их помощью американцы и россияне влияют на украинцев. А у жителей Украины, которые уклоняются от мобилизации или дезертируют из армии, нужно вообще отнять право голоса, подчеркнул Корчинский. Я думаю, что лишь через постепенное ограничение избирательного права. Уклонисты, дезертиры должны быть лишены избирательного права. Вообще выборы должны проводиться только в среде украинских военных. Армия должна выбирать. Украинские военные тоже много чего не понимают и часто ошибаются, но намного меньше, чем гражданские. Практически 200 тысяч евро лишь за несколько часов собрали белорусы для заключенных, которые накануне были освобождены из белорусских тюрем после сделки между Вашингтоном и Минском. На сайте сбора средств говорится, что все деньги будут поделены поровну и переданы освобожденным для того, чтобы поддержать их в первые трудные дни эмиграции. Украина и белорусские оппозиционеры сейчас занимаются вопросами логистики, организовывают выезд граждан Беларуси в страны ЕС из Украины, ведь именно туда были вывезены освобожденные. Видео, на котором микроавтобусы с белорусами въезжают на территорию Украины, опубликовал главный разведчик Украины Буданов. На свободе представители белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий и, кроме того, домой вернулись 5 украинцев, которых Минск обвинял в шпионаже, и еще граждане стран ЕС. Это большое счастье, например, сейчас наблюдать первый свободный закат потрясающей красоты. И вместе с тем, конечно же, я думаю о всех людях, которые еще не свободны. И я очень жду того момента, когда мы все сможем обниматься. США, напомню, взамен сняли санкции на экспорт калия из Беларуси, а представители белорусской оппозиции уже заявили, надеются, что некоторые освобожденные присоединятся к оппозиции в Вильнюсе. Представители Вашингтона после сделки заявили, что Лукашенко заслуживает огромной похвалы. Я считаю, что президент Лукашенко заслуживает за это огромной похвалы. Думаю, он движется вперед. Он хочет более нормализованных отношений с Соединенными Штатами и Западом. Мы движемся в этом направлении. И по мере продвижения по этому пути, я думаю, он открыт к дальнейшей нормализации отношений и с другими странами. Покидая Минск, Коул передал Лукашенко послание от Трампа и первой леди США. Как утверждают в Минске, в письме Трампы благодарят белорусскую сторону и лично Лукашенко за гостеприимство. Также президентская чета поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством.
Решающие переговоры в вопросе завершения войны в Украине. Внимание западной прессы приковано к встрече представителей Европы, США и Украины на территории ЕС для очередного обсуждения мирного плана. Появляются первые заявления о том, что мир вот-вот настанет, однако пока до конца не ясно, на каких условиях. Итак, издание Bloomberg пишет, что Европа на данный момент видит в плане Трампа троянского коня. Европейцы считают, что несмотря на заключение мирного соглашения, Россия в скором времени пойдет в новое наступление. В публикации вновь упоминается демилитаризованная зона, о которой в эти дни активно говорят. По словам людей, знакомых ситуаций, американский план создания демилитаризованной зоны может дать Кремлю прикрытие для развертывания скрытых сил в спорном районе. Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, которые в настоящее время контролирует Киев, что делает главной задачей Европы обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня. Статус демилитаризованной зоны и вопрос, кто будет обеспечивать в ней порядок, остаются неясными, пишет издание со ссылкой на союзников Украины. В то же время, напомню, накануне в Кремле допускали создание такой зоны, однако говорили, что порядок там будет обеспечивать Росгвардия и полиция РФ. В то же время Трамп стоит на своем. Он считает, что Зеленский должен пойти на уступки и отдать приказ о выводе войск. Украина же отвечает контрпредложением, пишет Нью-Йорк Таймс. Киеву нужны гарантии защиты от возможной новой войны. Также Украина должна оставить за собой контроль над теми территориями, которые она контролирует, то есть это прямой отказ выводить войска. Все эти вопросы вновь будут звучать уже в режиме офлайн в Берлине. 20-пунктный украинский план по прекращению почти 4 лет боевых действий, который вряд ли будет принят Россией, является частью попытки Киева сорвать требования господина Трампа, выдвинутые им в прошлом месяце, добиться мира за счет отказа Украины от большего объема территории, чем та, которую сейчас занимает Россия. Украинские и европейские лидеры заявляют, что такой шаг унизил бы Киев и вознаградил бы Россию за ее агрессию. В западной прессе по-прежнему можно встретить информацию о том, что США хотят заключения мирного соглашения к Рождеству. О том, что война скоро закончится, заговорил и Эрдоган, который встретился с Путиным в Туркменистане. Уже возвращаясь в Турцию, он сделал ряд громких заявлений. Он выражает оптимизм в вопросе финала войны, заявляет, что Черное море не может быть зоной противостояния, ведь это не принесет пользы ни Украине, ни России, и уверяет, что скоро оружие может утихнуть. Давайте послушаем. После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность также обсудить мирный план с президентом США Дональдом Трампом. «Мир не за горами, мы это видим», — сказал Эрдоган, вспоминая свою двустороннюю встречу с российским лидером в Туркменистане в субботу. Эрдоган отметил, что его переговоры с Путиным были сосредоточены на продолжающихся конфликтах и дипломатических инициативах, начатых при участии Трампа. В Берлин на переговоры, напомню, слетаются Макрон, Кир Стармер, Зеленский, летит Кушнер и Уитков, а также президент Финляндии Стуб, который в экстренном порядке отменил свою встречу в США и заявил, что летит из-за критической ситуации. О своем решении Стуб объявил в пятницу на пресс-конференции в Гааге, сославшись на критическую ситуацию на Украине. Он выступил после завершения своего двухдневного государственного визита в Нидерланды. Пресса принимающей стороны, то есть Германии, пишет, что это решающие дни в переговорах. Высокопоставленные советники стран ЕС, Украины, Великобритании уже ведут закулисные переговоры, а пиком станет саммит в понедельник в Берлине. И несмотря на заявление Белого дома, в частности о том, что Трамп разочарован как действиями России, так и Украины, переговоры в настоящее время идут настолько интенсивно, как никогда с февраля 2022 года, пишет уже издание Bild. Теперь может появиться некий сомнительный компромисс. Зеленский заявил, что США предложили вариант, при котором украинские войска выводятся из Донецкой области, однако российские войска туда не входят. Москва называет это демилитаризованной зоной, к чему Зеленский относится скептически. Друзья, видите ли вы мир, который, как говорит Эрдоган, уже не за горами? И что думаете о ситуации на линии фронта, которая стремительно начала меняться в последние недели? Как всегда, приглашаю вас в комментарии оставить свое мнение. Можете и не оставлять, но знаю, что вы всегда находите, что написать. Уже по доброй традиции говорю вам всем спасибо за просмотр, лайк и подписку на канал «Время Прядко». Все это помогает этому блогу держаться на плаву в море конкуренции. Большое спасибо, а я продолжаю. Парад лицемерия увидит мир после завершения войны. Запад бросится в объятия России, и причина в газе. Премьер-министр Словакии Фица заявил, что после войны западные страны неизбежно восстановят торгово-экономические отношения с Россией, включая поставки газа и нефти. Комментируя публикацию The Wall Street Journal о том, что мирный план Дональда Трампа по Украине может предусматривать возобновление поставок российских энергоресурсов в Европу, Фица отметил, что такой сценарий является неизбежным. По его словам, запрет на импорт российского газа, принятый квалифицированным большинством в ЕС, был введен без возможности вето со стороны отдельных государств.
Премьер-министр сообщил, что Словакия намерена оспорить это решение в судебном порядке. Совместно с Венгрией готовится иск против Европейской комиссии, который будет подан в суд ЕС. Разумеется, что каждый так поступит после войны. Не будем наивными. Как только война закончится, каждая западная страна туда побежит. И такого лицемерия вы в жизни не видели, как увидите в будущем. Это ведь бессмыслица, что Словакия не может покупать у русских газ, потому что, якобы, покупая российский газ, мы поддерживаем российскую военную машину. При этом Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного газа во Францию и другие государства. Переброска войск. Отдан приказ. Германия отправляет своих солдат к границам России и Беларуси. Среди главных задач – участие в создании защитных сооружений. Немецкие военные, как заявляет Берлин, помогут полякам укрепить границу Польши с Беларусью и Калининградской областью России. Развертывание запланировано на весну 2026 года и пройдет в рамках операции «Восточный щит». В Бундесвере заявляют, что немецкие военные займутся инженерными работами, будут рыть окопы, устанавливать колючую проволоку и возводить противотанковые заграждения. Напомню, в Альянсе уверены, что война с Россией неизбежна и может вспыхнуть по желанию Москвы уже к 2030 году. Горячей точкой может стать Сувалский коридор. В то же время Россия называет такие заявления НАТО чушью и истерией и заявляет, что в планах России нет войны с военным блоком и ЕС. Но Путин давал понять, что если такую войну инициирует ЕС, то Москва к ней готова. Военная техника стянута в столицу, взрывы и предупреждения для населения. Страна поднимает армию по тревоге. В город стянуты подразделения вооруженных сил. Задействована тяжелая техника. Одна из стран Балтии, Литва, заявляет о выводе военнослужащих не только на улицы Вильнюса, но и в его окрестности, преимущественно в лесистые и малонаселенные районы. Столица по приказу военных превратилась в площадку для военных учений. Такова официальная версия. Больше деталей не приводят. В маневрах участвуют около сотни военнослужащих пехотной роты добровольческих сил. Пресса Литвы пишет, что учения проходят как днем, так и ночью, а военные будут передвигаться как пешком, так и на военной технике. Жители Вильнюса и гости города могут услышать взрывы. В военном ведомстве уверяют, что в ходе тренировок используются лишь имитационные боеприпасы и пиротехнические средства. Ликвидация военных США. Удар по силам Америки. США бьют тревогу. Убиты военнослужащие штатов. А еще американец-переводчик и еще несколько человек. Также американцы военные ранены. Все они попали в засаду. Центральное командование США заявляет, нападение произошло во время выполнения военнослужащими служебного задания в Сирии. Группа проводила встречу с местными лидерами в рамках продолжающейся операции по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, когда по ней был открыт огонь. Из уважения к семьям и в соответствии с политикой Министерства войны личности военнослужащих не будут разглашаться до истечения 24 часов после уведомления их ближайших родственников. Обновленная информация будет предоставляться по мере ее поступления. Нападавший был уничтожен ответным огнем. В официальном заявлении Минобороны США говорится, что Штаты начинают охоту на тех, кто направит оружие против американцев. Пентагон уточнил, что атака произошла на территории, неконтролируемой сирийским правительством. Президент Сирии чрезвычайно разгневан и потрясен этим нападением, заявил уже Трамп и дал понять, что последует очень серьезный ответ. Пусть будет известно, если вы нацеливаетесь на американцев, где бы то ни было в мире, вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно устранят. Масштабный скандал в соцсетях Казахстана. Причина – нелепая реклама. Вещи, которые были на тех, кто подвергся насилию. Это название рекламного ролика одного из магазинов одежды в Алматы, который появился в соцсетях. На коротком видео показана разложенная на ковре одежда, обувь и сумка известных брендов. Пользователи уже сделали все, чтобы ролик исчез из соцсетей. Магазин, как утверждают местные СМИ, не извинился за публикацию. Более того, в бутике считают, что провокационный ролик увеличил продажи и просмотры на странице. Разгром Месси в Индии. Тысячи футбольных болельщиков, которые пришли посмотреть на своего кумира Лионеля Месси, взбунтовались на стадионе в Калькутте, где проходила встреча с этим футболистом. Как утверждается, восьмикратный обладатель золотого мяча пробыл на футбольной арене около 10 минут. Очевидцы говорят, что Месси сопровождала толпа местных чиновников, артистов и журналистов, из-за чего звезду футбола просто не было видно. По данным СМИ, на Калькуттский стадион пришли несколько десятков тысяч болельщиков. Минимальная цена билетов на мероприятие
составляла 5000 индийских рупий, это $55, и это большие деньги для граждан Индии. Не получив желанного и не насмотревшись на кумира, люди решили протестовать. Когда поняли, что Месси даже не сделает круг почета, рванули на футбольное поле. Месси под усиленной охраной вместе с другими высокопоставленными лицами покинул стадион. После беспорядков полиция задержала организатора так называемой встречи с Месси с индийскими болельщиками. Завтракаете, обедаете и ужинаете в одиночестве, будьте готовы к проблемам со здоровьем, особенно если вам больше 65 лет. Приемы пищи в одиночку негативно влияют на людей старшего возраста. К такому выводу пришли ученые после анализа 24 исследований, проведенных в 10 странах. Выяснилось, что пожилые люди, которые едят одни, потребляют меньше фруктов, овощей и белка, чаще выбирают готовые блюда и со временем быстрее теряют вес. В долгосрочных наблюдениях риск значительной потери массы тела у таких людей оказался почти на 30% выше. Эта потеря веса нередко становится первым шагом к утрате самостоятельности и росту смертности. Кроме того, у пожилых людей, которые едят в одиночку, чаще развивается синдром хрупкости, снижение силы, выносливости и устойчивости к физическим нагрузкам. Особенно уязвимой группой оказались пожилые, которые живут с родственниками, но все равно едят отдельно. Исследователи подчеркивают, что совместные трапезы стимулируют аппетит, делают питание более разнообразным и повышают общее качество рациона. Для семей с пожилыми родителями или родственниками, живущими отдельно, вывод практический. Регулярные семейные ужины или совместные обеды могут быть не менее важны, чем то, что именно лежит на тарелке. Обеспечение пожилых близких регулярными совместными застольями – простой способ защитить их здоровье и самостоятельность. Всем спасибо за просмотр, друзья, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.